Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой ажурный узор. Это дорожки, в котором собраны очень популярные в этом сезоне узоры, такие как сердечки и петли с обвитием. В исполнении узор очень простой, справится даже начинающий мастер. Все элементы, как выполнять, я покажу в процессе видео, а сейчас давайте просто рассмотрим этот узор. Вот так он выглядит, если вязать его сверху вниз. Центральный ажур напоминает сердца, но если же вы вяжете от горловины, узор не менее красивый, но напоминает уже мне лично елочку. Но это дело вкуса, и кому как нравится, каждый выполняет и выбирает технику вязания сам. Вот так выглядит изнаночная сторона. Приятная, красивая и мягкая. С этим узором будет идеально смотреться как футболочка, маечка, кардиган. Какие-то элементы можно взять для вязания французской кофточки, шали или же длинного демисезонного кардигана или джемпера. Пряжу можно использовать для этого узора практически любую гладкую, начиная от достаточно толстой и среднего сегмента до самой тоненькой. Чем тоньше будет, тем более кружевным будет ваш рисунок. Данный образец я вязала из хлопковой пряжи 380 метров в 100 граммах, и спицы у меня были номер 2,5. Образец, который буду вязать в видео, из полухлопковой пряжи 200 метров в 100 граммах, и спицы у меня будут номер 4,5. По спицам, в принципе, рекомендацию я уже сказала, идеально подойдет здесь к этому узору номер спиц, тот, который рекомендует производитель к конкретной пряже, которую вы выбрали. Как вы видите по схеме, здесь используются самые простые элементы вязания. Это убавление петель 2 и 3 вместе с наклоном влево-вправо, накид, лицевые изнаночные и петля с обвитием. Раппорт данного узора 20 петель в ширину и 8 рядов в высоту. То есть запоминать практически ничего не нужно, и рисунок формируется только по лицевой стороне. Для провязывания образца вместе с вами я набрала 27 петель. 20 это узор, 5 петель симметрии, то есть я буду вот такой кусочек провязывать, и 2 кромочные петли. В вязании этого узора единственный сложный ряд – это самый первый. Когда уже будет повторяться будут раппорты узора, он будет интуитивно понятен. Но когда вы провязываете самый первый ряд, вы не совсем можете понять, к чему идут такие или иные манипуляции с петлями. Поэтому предлагаю его провязать вместе со мной. Итак, первый ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, и начинаю вязать центральный узор. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид и симметрично 1 лицевая, накид, 1 лицевая,
2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это я провязала полный раппорт узора. Заканчиваю ряд петлями симметрии. 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная и кромочная петелька. Все четные ряды в этом узоре вяжутся по рисунку. Накиды провязываются при поворотном вязании изнаночной, при вязании по кругу, соответственно, лицевой. Второй ряд я провяжу вместе с вами, далее четные ряды буду пропускать. Кромочная, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, много изнаночных, честно говорю, не помню сколько их. Видите, накиды я провязываю обычно изнаночной. Не помню сколько здесь петель, просто вяжу до дорожки. Все изнаночные, все убавления, все прибавления петель, все провязываю изнаночной петлей. Вот таким образом дохожу я до дорожки, она обозначена лицевой петлей. Ну, дорожка там проще с количеством петель, она узенькая. Вот таким образом провязываются четные ряды. Третий ряд. Здесь уже становится интуитивно все значительно понятнее. А со второго раппорта, я думаю, вы выучите полностью узор. Итак, кромочная, 1 изнаночная. Вот эти 3 петельки мы будем выполнять на них обвитие. Для этого я поднимаю правой спицей 3-ю петлю. Вот эти, чтобы они не соскользнули со спицы, придерживаю немного указательным пальцем и перебрасываю эту петлю через 2 оставшиеся. У нас было 3 петли, стало 2 петли. Поэтому я их провязываю как лицевая, накид, лицевая. Все, обвитие у нас выполнено. 1 изнаночная. И приступаю к вязанию основного широкого узора. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Я провязала 1 раппорт узора. Далее у меня идут петли симметрии. 1 изнаночная, 3 петли с обвитием. Их провязываю как лицевая, накид, лицевая, чтобы из 3 у меня получилось 3. 1 изнаночная и кромочная. 5-й ряд. Кромочная, изнаночная, 3 лицевые, 2 изнаночные, накид, 3 вместе, вот эти 3 петельки вместе, лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом. 1 лицевая, накид, 5 лицевых петель, 5, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Вот так я провязываю их одной петелькой. Накид,
2 изнаночные. Одна изнаночная, прошу прощения, одна изнаночная, это я провязала раппорт узора. Вторая изнаночная, это у меня уже пошла петля симметрии. Изнаночная, 3 лицевые, изнаночная и кромочная петля. Хочу акцентировать ваше внимание, когда вы провязываете 2-3 петли с наклоном влево, на вас должна смотреть вторая дужка петли. Когда с наклоном вправо, первая дужка. В следующем ряду, он самый простой в этом узоре, я покажу, как это выполняется и на что обратить внимание, чтобы не получались петли скрещенными. 7 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, обвитие вокруг 2 петель. Вот таким образом я выполняю и провязываю лицевая, накид, лицевая. Далее идет 2 изнаночные, 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. Я поменяла расположение петель, потому что при наклоне вправо, как я говорила, должна вот первая дужка смотреть на меня, быть перед работой. И провязываю их одной лицевой петлей. 1 лицевая, накид, 7 лицевых петель, 5, 6, 7, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. На меня должна смотреть вторая дужка петли. Вот, видите, вот эта дужечка. У меня петли расположены правильно, поэтому я провязываю их просто как 2 вместе лицевой. И изнаночная. Это я провязала 1 раппорт узора. Вы вяжете то количество, которое вам нужно. И ряд заканчиваю я петлями симметрии. Изнаночная, петли с обвитием, накид, лицевая и еще 1 изнаночная и кромочная петля. Это я провязала полный раппорт узора. Сейчас хочу провязать еще раз первый ряд, чтобы вы увидели, насколько интуитивно он понятен и насколько он непонятен был интуитивно, опять-таки, когда вязали самый первый ряд. Итак, повторяю, как вяжется, провязывается первый ряд этого узора. Кромочная, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. Здесь у меня участвуют изнаночная и лицевая петли, но обе эти петли я развернула таким образом, чтобы первая дужка смотрела на меня и не было никаких узелков ненужных, скрещенных петель. И провязываю их как 2 вместе. Далее идет лицевая, интуитивно понятно, накид, лицевая, 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. Опять-таки все понятно, потому что идет формирование вот этой части нашего узора. Лицевая, накид, центр, лицевая, накид, лицевая и все то же самое симметрично. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Здесь также участвуют у меня лицевая и изнаночная петли. Я разворачиваю обе петли так, чтобы вторая долька смотрела на меня и провязываю одной лицевой. Я провязала полный раппорт узора и ряд закончу петлями симметрии и покажу, что у меня получилось. Сердечко полное вы здесь не увидите, потому что рисунок формируется из перехода одного раппорта
другого. Чтобы увидеть сердечко, нужно провязать минимум 2 раппорта. Ну, вот так все это выглядит. Очень даже интересно, свежо и с современными мотивами и элементами узора. Надеюсь, узор вам понравился и вы свяжете много красивых вещей. Спасибо, что провели это время со мной. До встречи на канале.